Добро пожаловать в Австралию. Место, где эволюция создала одних из самых необычных охотников на планете. Континент, где живут десятки самых ядовитых змей планеты. Но парадокс в том, что большинство австралийцев никогда не сталкиваются с ними лицом к лицу. Самое удивительное – большинство змей вовсе не ищут встречи с вами. Так почему именно Австралия стала домом для столь совершенных охотников? Чей яд считается одним из самых мощных на Земле? Сегодня мы отправимся в путешествие по миру 10 самых ядовитых змей Австралии. Мы пройдем путь от относительно слабого яда до абсолютного рекордсмена мира и узнаем, какие удивительные особенности скрываются за каждым местом этого рейтинга. Утреннее солнце медленно поднимается над эвкалиптовым лесом. На прогретом камне лежит черная, как смоль, змея. Ее тело почти сливается с тенью, но стоит ей слегка повернуться, как по бокам вспыхивают ярко-красные полосы, словно предупреждающие огни на живом существе. В мире дикой природы такая красота редко бывает случайной. Перед нами черная змея с красным брюхом, одна из самых узнаваемых змей Австралии, настоящая роковая красотка. Она вырастает почти до 2 метров в длину и словно не испытывает никакой необходимости скрываться. Ее окраска работает как предупреждение для всех, кто окажется слишком близко. Ученые называют это апосематизмом, стратегией, при которой животное открыто демонстрирует свою опасность. Эта змея предпочитает избежать драки еще до того, как она началась. Большую часть времени она проводит возле рек, болот и лесных водоемов. Здесь она охотится на лягушек, ящериц и даже других змей. В воде эта рептилия движется с удивительной легкостью, превращаясь в быстрого и эффективного хищника. Ее яд способен вызывать серьезные повреждения тканей и сильную боль. Но вопреки своей грозной репутации, эта змея редко проявляет агрессию к человеку и обычно предпочитает отступить, если ей оставить путь для бегства. Но самое удивительное заключается в другом. Черная змея с красным брюхом нередко охотится на своих ядовитых собратьев, включая некоторых гораздо более опасных участников нашего рейтинга. Получается удивительный парадокс. Перед нами одновременно и опасный хищник, и один из самых полезных обитателей австралийской природы. А вы бы рискнули жить по соседству с такой красавицей? Но что, если самая опасная змея не та, которую все боятся, а та, которую почти никто никогда не видит? Влажные тропические леса Квинсленда. Дождь барабанит по широким листьям, превращая лес в сплошную стену звуков. Где-то среди ветвей неподвижно висит шероховатая древесная змея, один из самых скрытных хищников Австралии. Скромная длина около метра, оливково-бурая окраска и матовая чешуя с грубыми килями делают ее практически невидимой среди коры, лиан и мокрых ветвей. Большинство людей может пройти совсем рядом и так и не заметить этого охотника. Ее главная сила – абсолютная незаметность. Шероховатая древесная змея проводит большую часть жизни в верхнем ярусе леса, там, куда редко поднимаются даже исследователи. Иногда ученым требуются месяцы поисков, чтобы обнаружить всего одну особь. Охотится призрак так же тихо, как и живет. Ее добычей становятся древесные лягушки, ящерицы и мелкие млекопитающие. Никаких погонь, никаких предупреждений. Лишь короткий бросок из укрытия. Но за этой скрытностью скрывается серьезное оружие. Яд шероховатой древесной змеи содержит мощные нейротоксины и считается одним из самых опасных среди древесных змей Австралии. Самое удивительное, что долгое время этот вид оставался малоизученным. Его нередко принимали за более безобидных древесных змей, и лишь позже ученые осознали, насколько опасный хищник скрывался буквально у них над головой. Настоящий призрак австралийского леса. Существо, которое предпочитает никогда не попадаться на глаза. Но дальше нас ждет охотник, который сделал ставку уже не на скрытность, а на идеальную засаду. Забудьте про погони и преследование. Зачем тратить силы, если добыча может сама прийти прямо к вам? Среди сухих листьев австралийского леса лежит существо, которое выглядит почти неподвижным. Короткое массивное тело, широкая треугольная голова и длина всего около метра.
С первого взгляда смертельная гадюка кажется медлительной и даже неуклюжей. Но это одна из самых совершенных машин для засады во всем мире змей. Ее главное оружие – терпение. Пока другие хищники активно ищут добычу, смертельная гадюка способна часами и даже днями оставаться практически неподвижной. Из укрытия видны лишь глаза и кончик хвоста. Но этот хвост не просто хвост. Он напоминает маленького червяка или личинку и постоянно извивается, привлекая внимание птиц и ящериц. Для жертвы это выглядит как легкий обед. Но стоит сделать последний шаг, как ловушка захлопывается. Бросок смертельной гадюки считается одним из самых быстрых среди всех змей планеты. От атаки до укуса проходит чуть больше 0,1 секунды, быстрее, чем человеческий глаз успевает отследить движение. Ее яд состоит преимущественно из мощных нейротоксинов, которые нарушают передачу сигналов между нервами и мышцами. Именно поэтому этот хищник считается одним из самых опасных обитателей Австралии. И если этот охотник полагается на терпение, то следующий участник нашего рейтинга сделал ставку на совершенно другую стратегию. Теперь со сцены уходят мастера маскировки, потому что появляется настоящий танк. На раскаленном красном песке Австралии остается широкий извилистый след. Его оставляет одна из самых крупных ядовитых змей континента – мулга, также известная как королевская коричневая змея. При длине до 3 метров и массивном телосложении она производит совсем другое впечатление, чем большинство участников нашего рейтинга. Здесь нет изящества древесных охотников или терпения засадных хищников. Мулга предпочитает силу, выносливость и постоянное движение. Пока другие змеи ждут добычу в укрытии, она активно патрулирует свою территорию, заглядывает в норы, обследует каменистые укрытия и охотится практически на все, что способна поймать. В ее рацион входят ящерицы, мелкие млекопитающие, птицы и даже другие ядовитые змеи. Если сравнить токсичность яда по лабораторным тестам, мулга уступает многим видам, которые стоят выше в нашем списке. Но она компенсирует это совершенно другим способом. За один укус мулга способна выделить огромный объем яда, значительно больше, чем большинство других австралийских змей. Что бы вы сделали, столкнувшись лицом к лицу с 3-метровой змеей, которая не собирается уступать вам дорогу? Вам когда-нибудь приходилось встречать змею в дикой природе? Расскажите свою историю в комментариях, где это было и чем все закончилось. И если этот танк побеждает массой и выносливостью, то следующий участник нашего списка делает ставку на совершенно другую стратегию – скорость и точность. Когда в Австралии наступают холода, большинство змей становятся вялыми и малоподвижными. Но только не она. Перед вами ледяной воин, одна из самых необычных змей континента. Пока другие рептилии ждут возвращения тепла, низменная медноголовая змея продолжает жить, охотиться и патрулировать свою территорию. Ее дом – холодные болота, влажные низины и даже горные районы Австралии. Там, где температура приближается к нулю, а на воде появляется тонкая корка льда, эта змея чувствует себя вполне уверенно. Темный окрас помогает ей эффективно поглощать солнечное тепло, а организм приспособлен работать в условиях, которые для многих других рептилий стали бы серьезным испытанием. Именно поэтому медноглавая считается одной из самых холодоустойчивых змей Австралии. В длину она достигает 1,5 метров. Темное тело и характерный медный оттенок головы делают ее легко узнаваемой среди других видов. Когда холод замедляет лягушек, ящериц и других мелких животных, медноголовая змея остается активной. Это дает ей серьезное эволюционное преимущество. Как и многие австралийские аспиды, она обладает сильным нейротоксичным ядом, который помогает быстро обездвиживать добычу. Перед нами настоящий специалист по выживанию там, где другие рептилии предпочли бы не появляться вовсе. Кто бы мог подумать, что одна из самых выносливых змей Австралии чувствует себя комфортно там, где большинство рептилий просто не способно выжить. Из холодных болот и горных районов переносимся в совершенно другой мир. Раскаленная земля
растрескавшаяся глина и бескрайние просторы австралийской глубинки. Здесь каждый день становится испытанием на выживание. Западная коричневая змея, известная также как гвардар, она вырастает до 1,5 метров в длину и обладает стройным подвижным телом, созданным для скорости. Ее окраска может меняться от светло-песочной до почти черной, помогая сливаться с окружающим ландшафтом. Но главная особенность гвардара – его молниеносная реакция. Упущенная добыча может означать потерянную возможность выжить. Поэтому западная коричневая змея полагается на скорость и точность. Заметив грызуна или ящерицу, она способна стремительно менять направление движения и преследовать добычу там, где многие другие змеи давно бы отказались от погони. Не менее впечатляет и ее способность существовать в условиях постоянной нехватки воды. Месяцами гвардар может обходиться без открытых источников, получая необходимую влагу из своей добычи. Для обитателя засушливых районов это огромное преимущество. Ее яд сочетает нейротоксины и вещества, влияющие на систему свертывания крови, что делает эту змею одним из самых опасных хищников австралийских пустынь. Перед нами не мастер засады и не тяжеловесный танк. Это быстрый, выносливый охотник, идеально приспособленный к жизни там, где большинство животных просто не сможет существовать. А как думаете вы, смогли бы вы выжить хотя бы неделю в условиях, которые западная коричневая змея считает своим домом? Штормовой ветер Южного океана обрушивается на скалистые острова у берегов Австралии. Здесь почти нет укрытий, нет крупных животных и нет права на ошибку. Но именно в таких условиях тигровая змея превратилась в одного из самых универсальных хищников континента. Ее длина может достигать 2 метров. Мощное тело, характерные полосы и репутация одной из самых опасных змей Австралии сделали ее настоящей легендой. Но главная особенность тигровой змеи – удивительная способность приспосабливаться к любым условиям. Она уверенно чувствует себя на суше, отлично плавает и может охотиться в самых разных экосистемах. Ее добычей становятся лягушки, ящерицы, птицы и мелкие млекопитающие. Добавьте к этому мощный яд и уверенное оборонительное поведение, и станет понятно, почему тигровая змея десятилетиями считалась одним из самых опасных видов Австралии. Перед нами не просто хищник, перед нами настоящий воин эволюции. Змея, которая доказала, что иногда самые удивительные изменения происходят не за миллионы лет, а всего за несколько сотен поколений. Но если 4-е место уже способно настолько удивлять, то тройка лидеров поднимает опасность на совершенно другой уровень. К счастью, сегодня медицина умеет справляться даже с такими опасными укусами. Специальные тест-системы позволяют врачам за несколько минут определить тип токсина по мазку с кожи, даже если пациент не успел разглядеть саму змею. И все же никакие достижения медицины не отменяют простую истину. Лучше никогда не проверять их эффективность на себе, особенно если речь идет о следующей змее в нашем списке. Тройку лидеров открывает змея, которую многие специалисты считают вершиной эволюции среди охотников на млекопитающих. Прибрежный тайпан – крупный, быстрый и невероятно эффективный хищник. Его длина может превышать 2,5 метра, а стройное тело и длинная узкая голова выдают животное, созданное для одной цели – безошибочной охоты. В отличие от большинства змей, которые питаются самой разной добычей, тайпан специализируется на теплокровных млекопитающих, прежде всего на крысах и мышах. За тысячи поколений эволюция превратила его в настоящего профессионала. Его тактика проста и безупречна. Тайпан наносит молниеносный удар своими длинными ядовитыми зубами и тут же отскакивает назад. Он не удерживает добычу и не вступает в опасную борьбу. Вместо этого змея терпеливо следует за жертвой, пока мощные нейротоксины делают свою работу. Но самое интересное произошло после появления человека. Когда на северо-востоке Австралии начали выращивать сахарный тростник, вместе с плантациями резко выросла численность крыс. Для большинства животных это стало проблемой.
Для тайпана – настоящим подарком судьбы. Там, где появлялись тысячи грызунов, появлялся и он. Человеческая деятельность случайно создала идеальные условия для одного из самых совершенных охотников континента. Добавьте к этому один из самых мощных ядов среди наземных змей мира, и станет понятно, почему имя прибрежного тайпана до сих пор вызывает уважение даже у опытных змееловов. Перед нами не просто опасная змея. Перед нами настоящий убийца эволюции, хищник, доведенный природой почти до совершенства. Но даже этот мастер охоты занимает лишь 3-е место, а впереди нас ждут 2 змеи, которые подняли опасность на еще более высокий уровень. Мы подошли к серебряному призеру рейтинга. Эта змея занимает лишь 2-е место в нашем списке, но именно ее многие специалисты считают самой опасной для человека во всей Австралии. Восточная коричневая змея не выглядит устрашающе. Обычно ее длина составляет от 1,5 до 2 метров. Стройное тело, спокойная коричневая окраска и ничем не примечательная внешность. Но за этой простотой скрывается один из самых успешных хищников континента. Главный секрет ее успеха – удивительная способность жить рядом с человеком. Пока многие дикие животные отступают перед городами и фермами, восточная коричневая змея сумела извлечь выгоду из нашего присутствия. Фермерские угодья, пригороды, амбары, склады и даже обычные газоны привлекают огромное количество мышей, ее основной добычи. А там, где появляются мыши, рано или поздно появляется и она. Эта змея активна днем, невероятно быстра и обладает одним из самых токсичных ядов среди сухопутных змей мира. Но ее главная опасность заключается не только в яде. В отличие от многих других видов, которые стараются избежать встречи с человеком, восточная коричневая часто оказывается буквально у нас под боком. Именно поэтому на ее долю приходится значительная часть серьезных змеиных инцидентов в Австралии. Перед нами не просто опасный хищник. Перед нами настоящий чемпион адаптации – змея, которая сумела превратить человеческую цивилизацию в часть своей среды обитания. И именно это делает ее настолько опасной. Но даже у этого чемпиона есть соперник. В самом сердце австралийской глубинки, среди бескрайних растрескавшихся равнин и выжженной солнцем земли, живет змея, которую многие считают абсолютным чемпионом эволюции. Внутриматериковый тайпан, или тайпан Маккоя, обладает самым токсичным ядом среди всех сухопутных змей планеты. Его яд настолько мощный, что даже небольшого количества достаточно, чтобы мгновенно обездвижить добычу. Казалось бы, перед нами идеальный монстр и самое опасное существо Австралии. Но именно здесь природа преподносит главный сюрприз. Внутриматериковый тайпан живет вдали от городов и человеческих поселений. Его мир – это глубокие трещины пересохшей почвы и безлюдные пустынные равнины. Здесь он охотится главным образом на длинноволосых крыс и других мелких млекопитающих. В условиях суровой пустыни у него нет права на ошибку. Упущенная добыча может означать потерю драгоценной энергии и шанс не пережить следующий период засухи. Именно поэтому его яд стал настолько эффективным. Он создавался не для борьбы с человеком, а для гарантированной охоты в одном из самых суровых мест Австралии. Несмотря на рекордную токсичность, внутриматериковый тайпан считается чрезвычайно скрытной и осторожной змеей. При встрече с человеком он предпочитает избегать конфликта и скрыться при первой возможности. Перед нами удивительное напоминание о том, что самые грозные создания природы далеко не всегда являются самыми опасными для людей. Иногда за репутацией абсолютного хищника скрывается просто идеально приспособленный обитатель своего мира. 10 видов, 10 разных стратегий выживания. И каждая из этих змей не машина для убийства, а результат миллионов лет эволюции, создавшей одну из самых удивительных экосистем нашей планеты. От скрытных охотников дождевых лесов до абсолютных чемпионов австралийской глубинки. И, возможно, главный вывод этого рейтинга заключается в том, что самые опасные существа природы далеко не всегда являются самыми агрессивными.
А какая змея удивила вас больше всего? Согласны ли вы с этим рейтингом? Или на первое место стоило поставить другой вид? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Будет интересно узнать ваш выбор. Если вам понравился этот фильм, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Впереди вас ждут новые документальные фильмы о самых удивительных, опасных и загадочных животных нашей планеты. Спасибо, что были с нами до конца. До встречи в следующем путешествии в мир дикой природы.